Помните, я включал вот эту кнопочку, и она у меня западала что-то. Но она у меня раньше стояла, была повзаимствована с одной лампочки китайского образца, да? Так, ну вот я ее оттуда снял. Ну, она у меня сейчас западает, смазывать я ее не буду. Вот у меня покупал я не так давно такие кнопочки в нашем магазине. Как ни странно, в нашем магазине ничего такого не найдешь. А вот эти кнопочки. Она, в принципе, как раз как бы сюда под этот и не надо ничего вытачивать. Сейчас я его разберу. Я не буду показывать, как я разбираю. Такс. Такса. Куда ты? Вот, блин, куда ты улетел? Сбежал, короче. Вот она весь, вот этот и весь механизм. Видите, эта смазка до такой степени грязная стала. Ну, главное, что сам мотор, ну, щетки, вот коллектор все-таки почернел чуть-чуть. Ну, можно почистить, в принципе. Ничего страшного. Лишь бы щетки были целые, чтобы не цепануло их. Так, я буду, точнее, перепаять вот эту кнопку. Видите, она какая-то у нас широкая такая. Кстати, куда я ту кнопку подавал? Ух ты. Так она не широкая, она такая же. Что я? Ну, это от лампы была, а это вот. Так, ну что я хотел сейчас. Вот видите, плата стоит, установил как ее. С этой стороны прокладочку положил, чтобы сюда опилки не летели. И все, она у меня эта плата чистая. Что я самое главное хотел вам показать, а дальше я буду уже делать без видео. Могу видео остановить. Угу. Вот тут пружинка у меня установлена. Я даже могу ее вытащить, чтобы вам конкретно показать. Пружинка давит ролик, не сам ролик, вот упирая как бы в саму пилочку, да, видно или нет, а именно вот эту вот пятку, так сказать, вот, которая вот и у этого вала есть специальный выступ. И когда вот этот рычажок так поворачиваешь, он как бы его толкает туда с одной стороны, при повороте. Видите? Видно, нет? И она вот отодвигает ролик или нет. Ну вот когда он у нас в таком положении находится, когда его назад до конца отводишь, и получается вот это ровное место у вала, она получается, этот ролик в этом положении, отведенный вал, ой, точнее вот этот, пятку так назвать, что ли, как правильно назвать, который упирается вот в этот вал. Ну, если пружину убрать, она не будет сюда упираться. Он вот так будет болтаться. И когда при движении вот этого механизма за счет вот этого толкателя, вот толкатель у него, там у него есть толкатель, в эту пятку он должен толкать, как бы ударять его сюда вот в эту пятку. И этим самым она должна вот эту пилочку расшатывать, как бы позволяет вот эти пружинки. И она, получается, у нас это полотно играет как бы. Вот благодаря этой пятки. А так как у нас эта пружина, когда не упирает, в смысле, не давит сюда к валу, а просто болтается, а он, получается, иногда и не попадает к этому, даже не успевает доходить туда, как бы так самопроизвольно, то болтается, то попадает, то не попадает. Потому что это заметно только тогда, когда пилить начинаешь. Именно чтобы в раскачку, например, этой пилочки. И я вот почему замечал, когда вот надо тебе быстренько пропилить, в смысле вот таким большими зубьями, ну, именно не ДВП, там, ДСП, а вот именно какую-то доску, да, надо в раскачку это пустить. А она не раскачивается и пилит, можно сказать, на одном месте. И вот когда я установил эту шайбу, ой, пружину, сейчас я вам покажу ее. Только так можно понять потом. Так, это мы сейчас уберем. Вот она, видите? Так, сейчас я... Наверное, не видите. Но я так вообще понимаю, что меня никто не видит, потому как в последнее время никто и не смотрит. Получается, сам с собой всегда разговариваю. Ну ладно. Вот тут у нас просто... Вот она пружина. Эту пружинку я сам изогнул так специально.
Так, не вижу. Чтобы она, с одной стороны, упиралась вот сюда, заходила в это, вот с этим длиной. Опа. Вот не вижу же. Видите, какая пружинка? Она самодельная, неровная. А чтобы она никуда не уходила, я специально нашел такие фибры. Блин, не видно нифига. Вот как бы я их, видите, вот так устанавливаю по обе краям. И пружинку ставлю между ними. Получается, пружинка туда в стороны не уходит, а стоит по центру. И при этом она, с одной стороны, упирается сюда, тем самым дает именно вот, раз сюда упирается, значит она вот так толкает. И вот эту пятку, видите, выработка получилась, какая ямка уже стала. Сырец материал, нифига он там. Как же он будет толкать, если он еще толком не работал, а уже вон ямочка у него появилась. Он уже туда и бывает и не доходит. И вот когда она сюда упирается, получается, толкатель ее толкает обязательно 100%. И она тем самым заставляет вот этот механизм двигаться туда-обратно, благодаря вот этой пружинке. Ну все. Все остальное я буду собирать. Могу я видео выключать. Я думаю, все остальное понятно. Включу только тогда, когда я кнопочку соберу. Все. Так, что хотел сказать. Появились дополнения к тому. Например, что хочу я еще в этом за одним поправить. Так, смазать я потом его еще смажу. Вот, во-первых, я хочу... Видите, вот это была раньше кнопка. А эти контакты, они сильно выдвигаются. И она как бы, с одной стороны, она вроде это и повыше, как бы, чем эта черная. Но все равно контакты больше выпирают. И потом еще здесь вот специально такие... Как уж называется, не знаю, чтобы держалось плотно. Но они мне как бы особо не нужны. И вот мне как раз достался такой из 4 выключателей, который я купил. Какой-то один вот выработанный. Я вот его просто вырежу. Хотя там рядом кнопка находится. Ну, в смысле, чтобы пыль туда не попала. Какой-то бракованный попался один. Наверное, этот бракованный нежелательно сюда ставить, потому как сюда вот в это отверстие может попасть пыль. Ладно, я его сюда не буду ставить, потому как здесь, правда, пыли у нас много. И плюс еще вот здесь у нас открыто. Это ведь пыль везде будет залетать. Хотя тут тоже было открыто, но она, видимо, сюда как-то не попадала, не знаю. Возможно, она туда не попадет. Мы можем ее закрыть. Но я имею в виду, в принципе, это можем мы закрыть. Видите, она вот, даже красная кнопка просвечивается там. Видите, вот когда открываешь, вся пыль туда пойдет, так как нежелательно этот ставить туда. Ну, конечно, можно его как бы заклеить, да? Зачем еще клеить? Лучше я его поставлю тогда в другом. Кнопка — это ерунда. Мне еще придут кнопки другие. Ну, мне придется все равно вырезать вот эти штуковины, так как она у меня не заходит в этот... Можно выточить. Но зачем я буду вытачивать? Я просто вот эти срежу. И все, она мне туда зайдет. Так как сюда он сейчас не заходит. Во-первых, контакты мешаются. Надо их отрезать. Блин, я не вижу еще. Куда я залез? Так. Видите, она не дает заходить. Но она должна... Так нажимаешь, по идее. Она должна заходить. Так ведь? Вот она сейчас как бы одна сторона вроде зашла. Совсем удобно. Ну, я, скорее всего, просто их вырежу просто. Слишком плотно. А болтаться тоже не очень хорошо. Я сначала одну сторону вырежу, а там потом, если чтобы не будет болтаться, то нормально. Одну оставлю. Так, подпаять.
Сейчас мы что сделаем? Мы сейчас просто его... Ай-яй-яй. Просто вырежем, да? Чуть-чуть покороче сделаем. Хотя тут я надфилем подточу, чтобы не переборщить. Как я подключаю вот эту питание у меня, как она подключена? Вот как это я вот. не буду. И мы сюда провода заводим, подключаемся туда одному проводу напрямую, естественно, как всегда. Обычно так делается. Ну, обычно так. А другую мы ведем, вот, который напрямую у нас включается, лазер. Это напрямую кнопки к лазеру, потому что не включая питание на кнопку, можно включить лазер, и у нас получается лазер светится, да? Вот просто мы один провод ведем к этому входу и на плату, а другой уже ведем к этой кнопке, которая подводится сюда, чтобы не искать его. И все. И заводишь сюда. А потом уже выход, выводим его сюда. Идет, как всегда, опять напрямую к лампочке светодиоду, а другой через кнопку. Все, кнопку включаешь, и все, поехало. Так, все вроде рассказал, да? Все, отключаем.